Туманище страшный. Сейчас буду выплывать. 5:30 утра. Пора открывать навигацию на реке. Друзья, начал я свой сплав по реке Северская Донец. Точнее не сплав, а решил против течения на километра 3 подняться выше. Рядом с домом на железной лодке. И оттуда половить уже. Буду уже сплавляться потихоньку и облавливать перспективные участки. О снастях скажу позже, пока только километр проплыл. Друзья, наконец-таки я собрал свои снасти. Приплыл я к заданному месту, откуда решил начать сегодняшний свой сплав. Расскажу о снастях. Сегодня со мной лайтовое мое удилище Тикстрам 90 Canon. На нем катушка Страдик FL19. Шнур Intech Exit 07 8-жилка. Вот. Ультралайтовый комплект Фенеза Корта 632. Катушка Shimano Rarenium 2500 фа. И намотал, друзья, новинку. Шнур поставил Intech Micron 0,2 150 метров. Попробую его потестировать. Много уже смотрел фотографии в Фейсбуке с этим шнуром. Все уже его ловят. И вот тоже приобрел себе, решил потестировать. Ну, к концу рыбалки скажу вам свои впечатления. Скажу наперед, понравился розовый цвет. Раньше, да, такая была нитка. Но она и сейчас есть. Sunline Small Game розовая. По ней хорошо видно контролировать шнур. Нравится мне этот цвет. Вот такая, друзья, упаковка. Здесь 0,2 шнур 150 метров. Потестируем сегодня. Приманки сегодня буду использовать. Буду ловить на джиг. В основном это веса до 5-6 грамм. На ультралайте 1,5-2 грамма. На лайте буду использовать 4-5 грамм. Приманки на офсетных крючках оснастил. Позже вам расскажу. На лайт сейчас поставил приманку фишап. Пассивный червяк 3,2 дюйма скали. А здесь на ультралайте поставил твистер випа, также от фишап. В таких вот темных расцветках. Друзья, приятная новость. В конце этого ролика я вам расскажу условия конкурса. Я разыграю 6 пачек офсетных крючков Exciter и набор съедобной резины фишап. Я уже их, кстати, одел на офсетные крючки и застопорил трубкой ПВХ. Так что вам нужно будет только надеть грузик и ловить. Будет один победитель, а условия конкурса я скажу в конце ролика. Всем приятного просмотра. Оставайтесь с нами. Посмотрим, какую первую рыбу я поймаю на лайт или на ультралайт. Все приманки, друзья, которые сегодня я буду использовать, они одеты на офсетных крючках. Потому как на дне много травы, в русле еще кувшинка не очень поднялась, а на береговой бровке все усеяно травой. Вот лайтовые приманки и ультралайтовые. Ультралайтовые одеты не на офсетных крючках, а лайт на щуку и на окуня вот поодевал все, пооснащал офсетными крючками. Вот такой вот червячок пассивный скали фишаповский буду сегодня тестировать. 3,2 дюйма. На него сегодня сделаю упор, хочу потестировать. Вот, ну, основные приманки на щуку это фишап Юшет 3-дюймовый в таких вот расцветочках. Также Бэт Бриз, Карли Граб. Вот, все расцветки такие. Я вам уже рассказывал про свою коробку щучиную, поэтому приступим к ловле. Сейчас 6:30 утра, я уже наблюдаю, там вот 2 лодки тоже выплыли сегодня, воскресенье. Навигация открылась, и народ повыходил. Также вдалеке слышу шум мотора, кто-то на моторе там еще колесит. В общем, прессинг идет по речке капитальный. Друзья, не заснял момент, только что был срез щуки. Юшеда срезала. Сейчас буду ставить толще поводок. Вот она, друзья, первая рыба. Первая рыба сегодняшнего сплава. Небольшой окунек.
Счет открывает ультралайт. Пассивная приманка. Crazy Fish Polaris. И вот такой матрос. Клюнул, вот он. На небольшой глубине здесь. Такая как коряшка какая-то. Там он стоял. А это тоже под лодкой окунек соблазнился. Рядом с лодкой. Опа. Ладошечный окунечек. Приманка. Фишап Випа Твистер 2-дюймовый. Вес 1,5 грамма. Клюнул на течении. Здесь течение. Малечек держится. И он подобрал приманку со дна. Поклевка, кстати, друзья, была вялая. Рыба не очень активная сегодня, я смотрю. Опа. Малыш. Опять же, недалеко. Прям возле лодки. Подыграл, он там стоял. С кувшинки вышел. Атаковал приманку. На дне уже кувшинки много. Окунь там прячется. Ух ты, друзья. По-моему, щучка на... А не, горбач. Горбач клюнул. Ух ты, хочет в куст уйти. Иди сюда. Смотрите, какой хороший окунь. На коротке клюнул. Палка в дугу. Окунь под лодку хочет уйти. У меня даже подсак где там лежит. Ну, возьмем его вот так, аккуратно сейчас. Вот и красавец. Смотрите какой. Все тот же твистерок Випа. Засекся, кстати, за верхнюю губу. Какой окунек. Гарный. Этого нужно сфотографировать. Кидаю в то место, где поклевка была этого окуня. В 3 метрах от лодки. Здесь под кустами идет свальчик. Пятачок такой чистый с песком. Там он клюнул. Сейчас попробую еще немножко дальше. Опустить приманку на дно. Попробовать подыграть. Друзья, пока что на сегодняшней рыбалке у меня лидирует ультралайт. На лайт был только срез и одна холостая поклевка. А на ультралайт уже я поймал 4 окуня поймал, и была еще также поклевочка. Друзья, есть кто-то на лайт клюнул. Кто это? Щучка? Это щучка. Вот она. Хочет уйти. Опа! Сделала свечку и ушла. И отпускать не нужно. Это было красиво.
Ну, можно засчитать ее на лайтовую снасть, чтобы я ее практически поймал. Щучка небольшая была, но клюнула четко. Делаю проводку против течения. Глубина места ловли около 1,5 метра. И до пол воды поднята кувшинка. И там есть такие чистые прогалинки. Опа, что-то как дыпнуло. И вот в таких вот прогалинках обычно щука и атакует. Пока приманка опускается, она в толще ее атакует. Делать проводку здесь можно дотяжки пробовать делать с остановками. А можно просто такую вот пару оборотов и паузы против течения на 5 граммах. Приманка начинает зависать, медленно опускаться. И вот в момент опускания обычно и происходит поклевка. Приманка Юшет в цвете лох, которая у меня фаворит на реке. Честно говоря, я не хочу экспериментировать, что другое ставить. Вот она рабочая, ловит. Пока на нее. Посмотрю, может потом что-то поставлю покрупнее. Это в расцветке, в натуральной попробовать. Друзья, ну это окунь. Окунь на Юша до 3-дюймового. Со сетом. Смотрите. О, ладошака клюнул на 3 дюйма. Сейчас туда попробовать ультралайтом. Может там стайка. Вот сейчас у меня с собой 2 комплекта. Сейчас быстренько это отставляем. Либо это он один добивал. 2 раза клевал. Было 2 поклевки. Быстро сейчас беру ультралайт. Пробую в это место, где была поклевка. Сейчас посмотрим. Ахтина понапилась. Если он там был стайный, должен доловиться. Тем более активный. По приманке бил так. Раз, два. Нет, друзья. Поклевки нет. Получается, он был один. И он просто, ему понравился Юшет 3-дюймовый. Он его раз тюкнул, не смог доесть, и на 2-й раз подбил и доел. Ладошечный окунь на 3-дюймовую приманку активную. Вот и думайте, ставить ли легенький вес и маленькую приманку. Когда он активный, он ест все подряд. Очередная рыбка на ультралайт, друзья. Придавила. Щучка небольшая. Опа. Смотрите, как я ее засек. Под голову ее. А поклевка была неплохая. Вот такая вот малышка. Что-то очень маленький клюнул. Даже на окуня не похоже. Но это окунь. Крошка. Полуладошечный окунь. Клюнул на фиштейлик. Поставил фиштейл пассивный и соблазнился. Ну, очень крошка. Опа, друзья, ну только что опять на Юшеда была поклевка. И это был, скорее всего, окунь. Прокатился на хвосте. Как ему нравится эта приманка. То ли она заметная.
какой плюс еще сейчас, друзья, опять же. Вам каждую рыбалку говорю за поляризационные очки. Сейчас вот встал на лодке, на сидушку ногами. И вот высоко стою, сейчас вот просматриваю здесь, где кувшинка, где какой-то ямка. Видно, где проплешина песчаная. Вот именно в том месте, где эта песчаная проплешина, как раз и случилась поклевка. Очень нужная вещь, незаменимая. Очки для рыбалки. Так, была поклевка на лайт на 3 дюйма. И скорее всего это был ладошечный окунь. Ну, можно попробовать в то место сейчас запулить что-нибудь ультралайтовое. Посмотреть, соблазнится или нет. А то что-то сегодня окунь полюбил юшады 3-дюймовые. Практически вертикальная ловля, друзья, у меня на глазах. Такой, наверное, самый маленький окунь сегодняшней рыбалки. Соблазнился штеликом. Вот видно такие проплешинки. Там на них и держится рыба. Вот сейчас за мной окунь гнался. И видно, лодка его спугнула. Вот сейчас опять подошел там окунек. Посмотрим. Ну, стайка маленьких. Пытаются есть. Смотрите. Вертикальная ловля. Под самой лодкой. Попался небольшой окунь с русла. Ладошка. Небольшой, но клюнул. Маленький пузатый. Укрылся от дождя, а тут окуня под веткой. Небольшие, но клюют. Пол ладошечки. Идет свал в яму справа, а слева здесь кувшинка, и там вот как приямок небольшой. Вот там подыгрывал, и окунь клюнул. Против течения окунь сильный. Попробовать можно туда дальше, вот в ямку. Но у меня легкий вес, конечно. Посмотрим, что там, есть рыбка или нет. Опять пиписечный окунь. Размерчик вообще маленький. Выскочил с кувшинки и атаковал. А за ним еще один. Ну, немножко покрупнее. Спортивный.
Полярик, Crazy Fish в оливке. И 1,5 грамма. Вижу, тень пошла, рыба. Опа. Мелкий тоже. Совсем маленький. На хвосте вообще висел. До крючка даже не достал. Там целая стайка стоит. Таких окуньков. Здесь резкая бровка идет. Ну и под бровкой опять же такие же маленькие живцовые окуня. Я думал, под бровой будет покрупней. Ничего не поменялось. Сейчас еще немного дальше в русло уже. Глубина около 3 метров. Посмотрим, будет кто-то или нет. Зацеп. Веточка лежит на дне. Наткнулся. Стоят сети. Сейчас я их быстренько порву. Ну что это такое? Куда это годится? Сети ставят на речке. Вот так вот. Вот. Длинная. Это мы сейчас уничтожим все. Нечего ставить. У нас тут сети по реке. Классика. Под мостом всегда ловился окунек. Ну, правда, вот размер был покрупнее. А сейчас приписочный. Здесь опоры. И под самими опорами обычно он стоит. Опускаю там приманку на дно под опору и начинаю проводку. Вот, друзья, о чем я вам и говорил. Под мостом ловятся крупные окуня. Вот он клюнул. Горбачик. Опа. Вот такой красавец. Вот парочку таких окушков сегодня удалось и поймать. Видите, какой хороший окунь. Грамм 300, наверное. Сейчас мы его быстро отпустим. Одного я уже сфотал, этого выпущу. Ох, пошел. Кто-то тоже, вот, друзья, в сети оборвался. Полярик. Ловил кто-то на красный полярик. Видать, давно уже стоит сетка эта здесь. Будем ее рвать. Так вот. Вырвать ее.
Пора сворачивать снасти, собираться домой. Первая рыбалка с лодки выдалась такая, так себе. Трофейной рыбы не было. Ну, окуня клевали нормально. В принципе, попалось пару неплохих. Щучка была одна, на свече сошла. Шнур Intech Micron. Очень остался я им доволен. Хороший шнур. Главное, что очень бюджетный. 0,2 диаметр, тонкий. Очень доступная цена. 100 метров 200 с копейками стоит. Таких цен на рынке я не знаю по тонким шнурам. Ну и качество очень доволен. Пока не обрывался. Розовый цвет понравился. Очень хорошо контролировать приманку. Не забывайте, будет розыгрыш призов. Будет один победитель. И скажу вам вот такие условия. Нужно быть подписанным на наш канал. Поставить лайк этому ролику и написать любой комментарий. Через неделю в следующем ролике по программе рандом выберем случайным образом победителя. Так что всем удачи, до новых встреч, увидимся на канале Spinning Only.